Тану Тун родилась в Божественном Царстве, но спустилась на боевой континент. Она взяла себе новое имя Ван Дун. Интересно, почему Тансан решил отпустить свою дочь в мир людей? Возможно, он посчитал, что это пойдет ей на пользу, и она научится многим вещам, в том числе, как ладить с другими, доверять и заботиться о своих товарищах. И в конце концов, она даже нашла себе мужа на боевом континенте. Им станет Хуихао. Как описывается в новелле, Тану Тун имела довольно непростой характер. Она задирала многих в Божественном Царстве. Да и при первой встрече с Хуихао мы помним, как она себя вела. На первый взгляд, Тану Тун кажется грубой, высокомерной и избалованной. Но после событий и приключений Боевого континента 2 все поменяется. Тансан намеренно позволил своей дочери покинуть Божественное Царство и спуститься в мир смертных. Тансан отпустил ее, чтобы она могла расширить свой кругозор, посмотреть мир, где жил он сам. В итоге Тану Тун поняла, что в мире есть не только хорошее, но и плохое. Когда она покидала свой дом, возможно, она думала, что родители не видят этого. Но Тансан, конечно, все узнал, но решил не мешать дочери. Но он позаботился о ее безопасности. За ней присматривали Дамин и Эрмин, которые были в клане Чистого Неба. Также на ней была метка Трезубца Морского Бога, которая могла ее защитить. Кроме того, как говорилось в предыдущем видео на канале, Тансан тайно оставил след своего духовного сознания в Тану Тун. Однако возникает вопрос, помнит ли Тану Тун о своей жизни в Божественном Царстве? Помнит ли она своих родителей Тансана и Сяову? Согласно правилам Божественного Царства, богам не разрешается вмешиваться в низшие царства, а планета Боевого континента как раз является таким местом, где живут смертные. Поскольку Тану Тун родилась в Царстве Богов и является дочерью бога Асуры Тансана, она автоматически имеет право стать богом, и ей суждено стать богом, когда она вырастет. И хотя Тану Тун, будучи ребенком, еще не стала настоящим богом, Тансан беспокоился, что его дочь раскроет что-то о Божественном Царстве, что было бы плохо. Итак, Тану Тун только что спустилась на континент и покинула свой дом. Вскоре Тансан нашел свою собственную дочь, и когда она была на континенте, он наложил на нее печать, запечатав ее мысли о жизни в Божественном Царстве и все воспоминания прежнего мира. С тех пор Тану Тун знала только то, что произошло после того, как она спустилась на боевой континент. Но она не могла вспомнить, что произошло, когда она была в Божественном Царстве. И она даже не могла вспомнить слово «Божественное Царство». И она знает только, что она из клана Чистого Неба, молодой мастер школы. И это новая личность, которую дал ей Тансан. Взяв имя Ван Дун, она поступила в Академию Шрека, как молодой мастер школы Чистого Неба. Потом она встретила Хуихао. Даже будучи в клане Чистого Неба, она звала Дамина и Эрмина дядями, вероятно не зная, кем они были на самом деле. Как я понял, когда Тансан запечатал воспоминания и память своей дочери, он поместил их внутри трехглазого золотого льва. Можно сказать, что Ван Цюэр, еще будучи трехглазым золотым львом, содержала в себе часть боевой души и часть сознания Тану Тун. Возможно, поэтому у дочери Тансана так мало воспоминаний. Благодаря части сознания Тану Тун, Ван Цюэр смогла развить свой разум до человеческого уровня. Иначе, как духовный зверь возрастом 10 тысяч лет, даже будучи особым зверем, трехглазым золотым львом, она не смогла бы так развить свой разум. В связи с этим будет много интересных событий, которые приведут к тому, что Тану Тун вернет свои воспоминания. Что касается новой серии, то она получилась правда интересной. Хуихао уже назначили старостой класса. Во время экзамена он проявил немалую силу воли и выдержку. Как оказалось, он один бежал все время, без остановки. Было круто, когда все ученики последовали за Хуихао и Ван Дуном. Даже учитель Джоуи решила никого не исключать. Все прошли этот тест. Также подробнее рассказали о проводниках души. Есть духовные орудия как ближнего боя, так и дальнего, а также и индивидуальные. Получается, эти механизмы работают с помощью духовной силы мастера, преобразуя ее в силу атаки и другое. Например, мастер поддержки может провести свою духовную силу через проводник и превратить ее в мощную огневую атаку. Эти духовные инструменты и правда очень полезны в бою, поскольку теперь каждый мастер, независимо от своего духа, может быть полезен в сражении. А в следующей серии мы увидим интересное сражение юных мастеров Бэйбэя и Танья. Здесь же дебютирует еще один из будущих монстров Шрека – Дзянь Нань. Будет очень интересно. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как по-вашему, почему Тансан запечатал воспоминания дочери. Подписывайтесь на канал и всем пока.